Добрый день! Сегодня у нас урок номер 4 в рамках изучения курса о применении профессиональной химии для клининга. Тема урока – выбор моющих средств для удаления загрязнений. Наша цель – научиться подбирать химию так, чтобы растворялась только грязь, а не очищаемая поверхность. Существует два главных фактора для выбора моющего средства. Чтобы принять правильное решение, мы должны определить их оба. Первый фактор – тип поверхности. Средство выбираем по убираемому материалу. Линолеум, плитка, стекло, нержавейка, камень и так далее. То, что идеально для плитки, может обидеть мрамор. И мрамор будет это помнить. Второй фактор – вид загрязнения. Жир, налет, ржавчина, органика, красители, строительная пыль и так далее. Один и тот же пол, одна и та же поверхность, может требовать разной химии в зависимости от того, что на нее попало, какая грязь. Если вы умеете определять тип поверхности или тип загрязнения, подбирать это средство несложно. Как это делать, мы разбирали в предыдущих уроках. Если еще не смотрели, посмотрите обязательно. Экономическая целесообразность. Химия должна быть не только эффективной, но и выгодной. Смотрите на концентрацию и расход. Концентраты разводятся водой и часто оказываются значительно дешевле в пересчете на одну уборку. Если объемы большие, выгоднее концентрат в крупной таре. Главное, считайте не цену бутылки, а стоимость рабочего раствора. Универсальность средства – это, конечно, выгодно. Если одно средство подходит для нескольких зон – пол, санузел, кухня – вы экономите на ассортименте и уменьшаете риск перепутать канистры. Условия хранения и срок годности. Некоторые средства требуют правильного хранения, чувствительны к свету и температуре, или имеют короткий срок годности. Купить на год вперед и потом выкинуть – стратегия, конечно, смелая, но бухгалтерия это не оценит. Не переплачивайте за бренд. Известные марки часто дороже. Иногда заслуженно, иногда просто потому что узнаваемо. Отечественные производители нередко дают хорошее качество по более разумной цене. Используйте отзывы и сравнения в интернете. Только помните, если в отзыве написано, что отмылось все без каких-либо усилий, возможно, автор там еще и дверь взглядом открывает. Применяйте способ подбора моющих средств с помощью чата GPT. Но там мы также возвращаемся к базовому принципу. Сначала определяем тип поверхности и вид загрязнения. Составляем запрос чату GPT на подбор нужной химии. Открываем чат GPT. В нашем случае это бесплатный чат GPT DeepSeek. Значит, в запросе пишем, как удалить йод с линолеума. Еще раз обращаю ваше внимание, я указал, какая поверхность убирается, линолеум, и тип загрязнения, сам йод. Делаем запрос. Значит, что пишет нам чат GPT? Удалить йод с линолеума вполне реально, и чем раньше вы приступите, тем проще это будет сделать. Наилучший результат дает аптечный препарат тиосульфат натрия, но если его нет, можно использовать средства, которые есть практически в каждом доме. И ниже представлены способы очистки. Самый эффективный способ – тиосульфат натрия. Это лучшее средство для удаления йода. Где взять? В аптеке он продается. Как смочить? Дает народные и подручные средства для удаления такого типа загрязнений. Пищевая сода, спирт, уксус, лимонный сок, перекись водорода, мыльные растворы. Предупреждает, чего нельзя, чтобы не испортить покрытие окончательно. То есть вот как раз про покрытие мы задали вопрос, он в принципе про покрытие имеет в виду тоже. Не используйте абразивные порошки, жесткие щетки, не применяйте агрессивные растворители, ацетон, бензин, white spirit,
на тонком или старом линолеуме. Они могут расплавить и стереть рисунок. Не лейте горячую воду, она ускорит впитывание йода. Вот такие вот детали. Не трите пятно от краев к центру, чтобы не увеличить площадь загрязнения. Двигайтесь от краев к середине. Тоже вот такие вот технологические особенности. И по профессиональной химии тоже дает ответ. В хозяйственных магазинах можно найти специальные средства. Вот он название дает. Просепт, Ваниш, Доктор Бекхэм. И краткую памятку. Свежее пятно. Промокните излишки йода бумажной салфеткой, не растворяя. Используйте тиосульфат натрия. Это он про тиосульфат натрия говорит. Вот. А давайте, например, уточним запрос и напишем, какими профессиональными средствами можно убрать линолеум, профессиональными моющими средствами. То есть вот обратите внимание, кроме названия поверхности и типа загрязнения, я у чата уточняю, что хочу узнать, какие профессиональные моющие средства я могу использовать. Благодаря этому уточнению чат даст мне ответ с уклоном на профессиональную химию. Так, и вот смотрим уточненный ответ. Для удаления йода с линолеума действительно существуют профессиональные средства, которые могут быть эффективнее и безопаснее народных методов. И вот варианты. Вот он дает название средства, тип средства, специализированное средство для удаления пятен йода. Вот даже такое. Профессиональная химия. Разбрызгать на пятно, подождать, потереть салфеткой из микрофибры. Подходит для линолеума, ПВХ, резины и так далее. То есть мы там можем еще посмотреть детали, какие нам дает чат GPT. Особенности и способ применения. Профессиональная химия. Разбрызгать на пятно, подождать, протереть салфеткой. Где купить? Специализированный магазин уборочного инвентаря. Даже видите, такие ответы, особенности и способ применения и где купить. Вот, все мы, конечно, их тут рассматривать не будем. Суть, я думаю, вы понимаете. То есть он приводит варианты. Вот. Может быть, вы можете прямо уточнить у чата GPT, может быть, какого-то производителя. Предложи, производителя такого-то, какие средства могут подойти для удаления йода. Вот, что он еще? Как выбрать и что важно помнить? Чтобы не испортить покрытие, следуйте этим простым правилам. Главное правило – это тест. Прежде чем наносить любое средство на пятно, обязательно опробуйте его на небольшом, самом незаметном участке линолеума, например, в углу, за плинтусом. Это убережет вас от неожиданного обесцвечивания или повреждения рисунка. Время – критический фактор. Чем свежее пятно, тем легче его удалить. Старайтесь обработать загрязнение как можно быстрее. Читайте инструкции. У каждого средства свой состав и рекомендации по времени воздействия. Не передерживайте химию на покрытии. Мягкий подход. Используйте мягкие салфетки из микрофибры и губки. Никаких жестких щеток. Вот такие вот профессиональные советы. Если пятно застарелое, самым надежным средством против йода был и остается аптечный тиосульфат натрия. Он вступает в химическую реакцию с йодом, обесцвечивая его, и при этом безопасен для большинства поверхностей. Собственно, вот способ, как нам может помочь чат GPT в выборе нужного моющего средства. Кроме того, он подскажет и, в общем-то, технологию, как можно удалить. И, может быть, непрофессиональное моющее средство, как в этом случае чат GPT ссылается на тиосульфат натрия, и рассказывает, как вообще всю технологию, как можно отмыть это пятно. Так, далее. И дает общие советы для профессионального применения. Всегда сверяйтесь с инструкциями средства, паспортом поверхности
и результатами тестирования. Рекомендуем обращаться к технологам производителей моющих средств. Многие производители предоставляют бесплатные консультации от своих технологов по уборке загрязнений. Чтобы вам точно помогли, назовите тип поверхности и вид загрязнения. Если есть какое-то оборудование для уборки, скажите об этом технологу. Технолог подберет продукт и подскажет концентрацию, время выдержки средства, способ нанесения, меры безопасности. Контакты технологов можно легко найти в интернете на сайтах производителей моющих средств. Используйте сайты производителей и классификацию средств. На сайтах производителей средства часто разделены по критериям, по типу поверхности, по типу загрязнения. Но есть и другие критерии, например, по назначению. Санузлы, кухни, полы, стекла, дезинфекция и так далее. И это поможет вам быстрее найти нужные средства. Советы коллег и база знаний внутри клининговой компании. Если вы работаете в клининговой компании, то не стесняйтесь спрашивать у коллег. Опыт коллег – сильный инструмент. В Телеграме можете поискать чаты сообществ на тему уборки. Там тоже могут дать дельный совет. Подскажут, что реально работает в похожих задачах, предупредят о несовместимости средств, помогут быстрее принять решение и сэкономить бюджет. Чтобы коллеги ответили точнее, вы опять же должны назвать убираемую поверхность и тип загрязнения. Записывайте ваш уникальный опыт. Со временем на основе таких примеров у вас сформируется своя база знаний. Инструкция на таре – это не мелкий шрифт, а подсказка. На упаковке моющего средства обычно есть все самое важное. Для каких загрязнений предназначено средство, для каких поверхностей подходит или не подходит, дозировка, температура воды, время воздействия, способ нанесения, меры защиты, перчатки, очки, вентиляция, хранение и утилизация, дополнительные свойства, антибактериальный эффект, защита металла и так далее. Не игнорируйте инструкции к моющим средствам. При выборе моющего средства учитываем оборудование. Да, оборудование тоже выбирает химию. В профессиональном клининге на выбор средств влияет то, каким оборудованием вы будете работать. Аппараты высокого давления любят низкопенные средства, иначе получается не мойка, а пенная вечеринка. Пароочистители обычно лучше работают с жидкими растворами. Щеточные машины иногда требуют специальной химии, чтобы не повредить покрытие или не разрушить сами щетки. Пароочистители требуют деминерализованную воду, чтобы предотвращать образование накипи внутри. Перед покупкой убедитесь, что средство совместимо с вашим оборудованием. Производители техники часто сами рекомендуют конкретные бренды или составы моющих средств. Технологические карты по моющим средствам от производителя. Некоторые производители моющих средств, например, такие как фирма Grass, делают технологические карты по своим продуктам. Карты, схемы применения моющих средств на объектах. Это очень помогает при выборе профессиональной химии и работе с ней, а также в обучении сотрудников. Со временем вы наберете свой опыт и сформируете свои списки средств под задачи и собственные технологии комплексного применения химии. А на этом урок номер 4 окончен. Желаем вам чистых поверхностей, правильных дозировок и минимум сложных загрязнений при уборке. Спасибо, что досмотрели до конца. Хорошего дня!